привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель и владелец сети студий и сети школ. Сегодняшний наш вебинар, он очень интересный. Он такой, я расскажу вам о нашем нововведении, о полностью онлайн обучении дистанционном, то есть дома, не отходя от работы детей, мужа и там всех своих забот, хлопот, обучению новой профессии мастера перманентного макияжа. Расскажу и покажу. У нас тут сайт, мы его сделали. Заодно я вам расскажу вот прям по каждому пункту максимально подробно. Пишите свои вопросы, я буду отвечать на них в эфире. И мне очень важна обратная связь. Что вы думаете об этом курсе? Как вы его видите, может быть, чтобы мы, может быть, что-то изменили на этапе внедрения? Вкратце, вот первый слайд. Я знаю точно, что очень многие смотрят меня прям вот годами. Кто-то смотрит вообще с тех самых пор, с самого начала, когда я начала снимать ролики и выкладывать их в YouTube по своей работе, о нашей студии, о мастерах, там обучающие ролики, их очень много. И смотрят, пишут, я уже там кого-то даже в лицо знаю, особенно активных. Приезжают, конечно, единицы, потому что, и я одна, я всех не могу принять, и многих очень пугает и ехать далеко, и работа действительно, которая текущая, приносит деньги, там какие-никакие, но съедает все ваше время. Дети, муж, у всех много очень проблем, и, может быть, даже вы в глубине души сомневаетесь, что эта профессия вам подходит. Такие тоже есть люди, они задают вопрос, а как мне понять, а что сделать, что нарисовать, чтобы понять, а вдруг это не мое, я потрачу время, деньги, там, уеду в другой город учиться, и в итоге пойму, что это не мое. В итоге вы можете, благодаря этому курсу, не отрываясь от своих домашних забот и хлопот, попробовать и понять. И более того, почему мы вообще, в принципе, начали думать об этой идее, она сумасшедшая на самом деле, потому что дистанционно учат в университетах, немногим профессиям, и они такие, которые можно обучиться по книжке, то есть там, не знаю, на врача невозможно обучиться дистанционно, научиться многим вещам невозможно, но я думаю, что эти все невозможно, они сидят в нашей голове на самом деле, потому что сейчас такая тенденция, если вы, может, заметили, все уходит в онлайн, все уходит в интернет, и вообще прям очень многому можно научиться. Есть университеты, которые преподают, вот у них и прям платформы и обучающие, в которых учатся очень много студентов, не выезжая совершенно из своих далеких городов. Учатся как бы в Москве, получают дипломы, образование. Оно не хуже. На самом деле, я, честно говоря, иногда не понимаю, чем оно может быть хуже, если стоит там где-то преподаватель объясняет, и вы сидите там, смысл такой же абсолютно. Поэтому мы подумали, это, знаете, как с критериями было, когда мы подумали, надо бы описать критерии качества, критерии красивости, критерии восприятия внешнего вида человека. Я сначала первая мысль сказала, это невозможно, это невозможно. Как я объясню, куда должна идти бровь, стрелка, как украсить глаз. Пару лет я ломала голову, прописывала, списывала, изменяла, и в итоге мы прописали критерии, мы оцифровали их, и теперь наши мастера и вообще, в принципе, наше обучение построено вот на соблюдении этих критериев. И вот эта идея, она тоже в первое время, она показалась прям нам безумной, но почему мы ее не отбросили? Постоянная обратная связь от студентов, от людей, которые смотрят мои трансляции, пишут мне в личку, очень много людей пишут. И они говорят, некоторые, это нас сначала тоже поразило, прикольно было, они говорят, я вообще нигде не училась, я просто смотрела ваши уроки, вот я такая, я так хочу, так люблю, я так много читала, я так много сделала, я так много практиковалась, что я вот мастер, которого никто не учил, только YouTube, только вы дистанционно условно. Мы такие... Раз подумали, два подумали, и решили, что это возможно. И решили попробовать. То есть мы его сняли, дистанционный курс. Я вам сейчас о нем вот сегодня подробно и много расскажу. И, конечно, также идет обратная связь от студентов, которые приезжают на переобучение. Они нам говорят, что настолько много информации, как я, на очном обучении не дают. Поэтому я подумала, я молодец, я смогу, и я смогла.
Буду параллельно отвечать на ваши вопросы. Вы, пожалуйста, их пишите максимально подробно. И, кстати, вот мне будет очень интересно посмотреть, сегодня у нас кто? Сегодня у нас мастера или те, кто планирует. Опытные мастера, давайте ставьте плюсик. Неопытные единичку, а совсем нулевые пишите 0. Я, чтобы понимала, как много у нас тут, какого уровня мастеров. Знаете как, я не советую, конечно, по просто урокам в YouTube обучаться по нашим, потому что они могут очень много помочь, очень сильно помочь вам, но там не будет настолько же подробно и настолько же много информации, как вот в этом курсе «Дистанционный мастер», потому что я его прям продумывала, по нему занимаются мои студенты, не студенты, мои работники, то есть те, кто работает в других городах, а кого я, возможно, даже никогда не видела. То есть он такой откатанный, все боли мы прошли, какие всплывают вот с обучением мастеров, и все это практически все учли. Если вдруг что-то я забыла, вы мне, пожалуйста, обратную связь дайте, расскажите. Так, зайду, посмотрю на вопросы, которые мне, может быть, написали. Всем привет. Всем тем, кто попозже. Угу. Пишет, я парень, если и хочу этим заняться. Я вам, кстати, сегодня покажу ролик, отзыв в конце вот этого моей презентации, как раз от парня, который тоже хотел, занялся и это делает. Я знаю нескольких вообще великолепных мастеров мужского пола, поэтому я вообще не вижу проблем. И пол ограничить вид деятельности, на мой взгляд, не может совершенно. Поэтому, конечно, вы можете. Там другое, там надо понимать, видите ли вы симметрию, форму и так далее, рука умеет или нет. Художники мужского пола, кстати, все те, кого я знаю, лучше, чем женского. Так, онлайн. Ну вот как раз об этом я и говорю. У нас можно обучиться онлайн, и более того, я вам сейчас рассказываю о дистанционном курсе, который так и называется «Дистанционный мастер». То есть вы можете обучиться онлайн полностью, вот начиная от штриха на бумаге и заканчивая работой на модели. Будет вот прям вот все максимально разжевано. И, конечно, мы не будем останавливаться, мы будем постоянно работать над улучшением этого курса, как, впрочем, и все, что мы делаем. Это улучшаем. Итак, вы можете получить профессию мастера татуажа, не выезжая из своего дома, не отрываясь от своих проблем, забот и хлопот за 40 дней. То есть курс рассчитан на 40 уроков, которые мы сняли. И, возможно, мы его усложним, увеличим, а может быть, упростим, я не знаю. Это будет зависеть от обратной связи, которую вы нам дадите. Вот. Не откладывайте свою мечту. Если вы работаете на работе, которую вы не очень любите, которая вам поднадоела, если вам надоело работать в графике каком-то таком определенном, там, с 9 до 7, не знаю, если вы, может быть, мама, которая в декрете и не хочет возвращаться на старую работу, как со мной было, я работала дизайнером до того, как стала мастером, то это отличная возможность для вас, не выходя из дома, опять-таки не отрываясь от своих маленьких детей, понять, сможете ли вы освоить эту профессию, освоить ее в конце концов, и даже не отрываясь от детей, в каком-то свободном для себя удобном графике начать работать. Поэтому да, обучиться можно дистанционно, я в этом уверена. Вот как раз то, о чем я говорила. Одна из болей клиентов, которые к нам приезжают, вернее, на предварительном этапе согласования каких-то вопросов, это страх, что а вдруг не получится, вдруг не мое. И я в таком случае раньше предлагала пройти короткие курсы. Вот у нас есть 3-дневные базовые курсы, допустим, вы приезжаете, 3 дня пробуете, смотрите, может быть, кто-то в обморок от вида клиента, по которому иголкой надо работать, упадет. Может быть, вы хотите просто попробовать, понять, подумать, там месяц пожить с этой новой как бы профессией, прежде чем уйти с работы, вот, на которой вы работаете до этого. То есть вариантов может быть много. Напишите, кстати,
Ваш вариант, если вы думаете освоить профессию, что именно вас пугает, почему вы все еще думаете, все еще выбираете, мне будет очень интересно обратная связь от вас. Да, очень много смежных профессий, из которых мастера приходят в эту. То есть, если вы оформляли брови, были мастером по, не знаю, ногтям, может быть, вы косметолог, который никогда в жизни не держал в руке карандаш и продолжает работать, зарабатывать, хочет расширить линейку услуг своих. То есть, это все можно сделать теперь при помощи нашего дистанционного курса. Так, поотвечаю на вопросы, а то я периодически забываю. Много у нас людей, которые вообще не пробовали. Дистанционный курс начнется первый с 1 декабря. На нем ограниченное будет количество мест. Вести его буду я, один из курсов, это будет группа не больше 10 человек, потому что мы хотим посмотреть, откатать, что-то, может быть, изменить. Я сама буду вести и свой курс, и я буду контролировать абсолютно курс мастеров, которые ведут другие группы. Потому что курсов у нас будет несколько. Сейчас я вам тоже о них расскажу. Кстати, вот у нас есть видео. Если, может быть, кто-то вообще первый раз заглянул случайно и не понимает, кто это вообще, о чем она говорит, вкратце я вам покажу сейчас видео. Юр, видео. Мы очень узкоспециализированная компания, которая занимается только татуажем. Для тех, кто, может быть, первый раз меня видит. И вот этот ролик, он как раз для этого. А я там тоже есть? Да? Я пока вопросы почитаю. Запускать? Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель и владелец сети студии татуажа Реброуми и сети школ. Сейчас мы находимся в одной из наших студий в Краснодаре. Реброуми – это узкоспециализированная студия, которая делает только татуаж и обучает ему своих сотрудников и студентов. За счет узкого фокуса только на татуаже за 7 лет работы мы выполнили более 500 тысяч процедур и подготовили более 1000 мастеров. Наши мастера научились делать татуаж натуральным настолько, что даже довольные клиенты не всегда рекомендуют нас друзьям, ссылаясь на то, что никто же не знает, что у меня татуаж. В компании внедрена система лояльности, позволяющая обновлять процедуру татуажа за полцены. Мы не делим мастеров на своих и чужих. В нашей сети школ татуажа вместе с сотрудниками студии обучаются и коммерческие студенты. Ho conosciuto questa scuola di Elena Nechayeva attraverso una mia... Более половины наших студентов иностранцы. Приезжают из США, Канады, Австралии, Италии и многих стран Европы. Тренеры студии – это наши топ-мастера, которые имеют опыт работы более 4000 процедур. Я лично, как владелец, контролирую обучение и качество процедур. Студия оформлена по всем медицинским требованиям и имеет медлицензию. Все оборудование и инструменты стерильны, упаковка вскрывается при клиентах. Мы разработали собственную систему онлайн-записи, в которой цены меняются в зависимости от загрузки и востребованности мастеров. Это позволяет воспользоваться нашими услугами людям с разным доходом. Нами прописаны стандарты качества процедур. В рамках нашего отдела контроля качества внедрен рейтинг мастеров внутри компании. Более 10 тысяч отзывов о студии, и мы не удаляем негативные отзывы. Я лично контролирую каждый негативный комментарий. Нами созданы экспертные каналы на YouTube, и на них уже больше 35 тысяч подписчиков. Мы создали собственную CRM-систему и удаленный колл-центр, который перезвонит вам в течение 15 секунд после поступления заявки. Несмотря на всю серьезность нашей компании, мы поддерживаем внутри дружескую атмосферу и живое общение. Записаться на татуаж или узнать больше о курсах вы можете на нашем сайте Реброуми. Все, ролик закончился. Так, отвечаю на несколько вопросов сразу. Когда будет курс? Курс начнется с 1 декабря. Сейчас еще здесь в чате присутствуют наши администраторы, они вам тоже поотвечают.
Как его приобрести? Его нужно будет оплатить просто. Тут есть на сайте, вот на этом, который у вас перед глазами, прям оставить свои контактные данные и оплатить. Там все очень подробно и понятно будет. Как попасть на курс ко мне? На курс ко мне вы можете попасть, ну, написав в любую абсолютно соцсети, либо позвонив нам в колл-центр по телефону 8 800 4 пятерки 918. Так. Пугает уже количество мастеров татуажа, их просто нереальное количество. Да, если вдруг вы действительно не хотите ждать, прям вы можете прямо вот внизу под этим видео будет ссылка на сайт, на нем оставить заявку, вам сразу перезвонят, все расскажут. Про нереальное количество мастеров, которое пугает уже, вот я с вами в этом немножко согласна, потому что, знаете как, если бы их было нереальное количество, все бы они были классными, то такой вышел, спустился, сделал, все забыл, круто, но вокруг нереальное количество мастеров, которые очень делают некачественные процедуры. Поэтому, если вдруг вы клиенты просто смотрите трансляцию, то выбирайте тщательно. Если вдруг вы мастер, то да, меня тоже пугает это количество мастеров, которые на каждом углу сидят. Ушла с работы учителя, через месяц обучения, все круто, довольна, еще и мастер тату. Супер! Ну, я думаю, надо не бояться менять свою жизнь. Это нормально абсолютно. Так, а почему мы? Я отвечаю на вопрос, он тоже очень часто задается, и надо на него ответить. Почему мы? Потому что мы очень узкоспециализированы, потому что мы занимаемся только татуажем. Мы не обучающий центр, который обучает всему, начиная с ногтей, бровей, там, не знаю, макияжу общему, косметологии, каким-то там ответвлениям, и в том числе татуажу. Нет, мы занимаемся только татуажем. У нас сеть школ, мы обучаем постоянно, своих внутренних мастеров повышаем постоянно, и вот это колоссальное количество процедур, опыта обучающих мастеров всех, я думаю, что оно говорит само за себя. На самом деле, чем уже специализация специалиста, вот если вы замечали, то вообще у врачей разбиты по каждому органу, то есть там кто-то почками занимается, кто-то сердцем, и более того, уже даже сердце поделили на части, кто-то занимается только артериями, кто-то там всякими другими вещами. Поэтому чем уже специалист, тем круче он знает свою профессию и больше даст вам информации. Это мое прям вот абсолютное убеждение. Недавно в гостях был у нас друг и сказал, вам надо заниматься только половиной, там, не знаю, левой бровью, еще куда уже. Конечно, это смешно, человек зарабатывает, делая только брови, но зато он все о них знает, абсолютно все. Поэтому это про нас. Огромное количество процедур, которые делались, делаются, будут продолжаться делать. Все это копится у нас, потому что хранится вся информация о каждом клиенте, о каждой процедуре. Постоянно мы общаемся внутри нашей компании с самыми опытными мастерами. И я думаю, я ответила на ваш вопрос, почему. Почему мы? В наших школах упор на практику. Уже давно, наверное, с первого года вообще существования сети, когда у нас начали открываться салоны, я поняла, что я разрываюсь, я не могу ездить постоянно учить каждого мастера, который приходит. И более того, не всегда берешь на работу тех, кто приходит на собеседование, а чтобы понять, может он, не может, мы начали там с недели, потом дошли до месяца. Вот у нас эти количество дней менялись постоянно, пока мы там не пришли к чему-то такому уже абсолютному, постоянному. Поэтому дистанционный курс в нашей сети внутри существует на самом деле уже очень много лет, прям вот практически с самого начала. Все наши студенты, которые приезжают к нам на базовое обучение, они тоже проходят обязательно дистанционный курс в зависимости от количества зон, сложности тем. То есть самое сложное и длинное обучение – это мой курс VIP Advance, и в нем целый месяц каждый день даются уроки, их много, дается много всяких видео, помогающих потом в работе, и они учатся дистанционно, прежде чем приехать на обучение очное. Потому что даже несмотря на то, что мы даем настолько много информации, вопросов все равно всегда остается много. Кстати, вот на этом курсе, который мы прописываем, который мы запускаем, дистанционный мастер, вы можете иметь возможность неограниченное количество раз просмотреть уроки, свои ошибки, что-то изменить, пока вы не поймете, пока рука, все учатся с разной скоростью, пока рука не поймет, как штриховать, натягивать кожу, и вообще вот эти все нюансы. И это круто, потому что
Я точно знаю, я учу очень часто, постоянно новичков, и кто-то схватывает прям процентов 70 информации, это круто, а кто-то 30, потому что он в стрессе, потому что он вроде услышал, но не понял. Вот не знаю, кто сам себя знает, в стрессе некоторые учатся очень хорошо, а некоторые наоборот очень сложно. Поэтому возможность снова и снова просмотреть свой курс, это очень круто на самом деле. Если здесь, ну вот те, кто мастера, расскажите мне, пожалуйста, о своем опыте, ну, негативном, если вы где-то учились и чем именно вы были недовольны. Я с удовольствием, может быть, почитаю ваши вопросы, отвечу тоже на них. Ну, я обязательно, если там какой-то негатив всплывет, который меня заинтересует, я всегда трансформирую это и что-то внедряю, меняю у себя внутри, когда слышу чужие какие-то недовольства. Огромное количество выпускников, которые обучились в наших школах, оно прям реально большое, потому что очень много дистанционных курсов и так покупается у нас постоянно. Плюс наши студенты, плюс коммерческие студенты, которые постоянно во всех городах учатся. У нас, конечно, огромное количество мастеров обучилось. И ну, зарабатывать в силу, конечно, своего там, не знаю, таланта, трудоспособности можно от 50 и в общем и целом до прям очень больших цифр. То есть, знаете как, все мои подружки, которые были раньше финансистами, там, учителями, кто там у меня еще, совершенно из разных профессий, те, кто освоили вот эту процедуру, вернее, профессию мастера перманентного макияжа, они, как ни странно, зарабатывают больше своих мужей. Вот прям больше намного. Но, конечно, это зависит от способностей и от каких-то еще навыков, которых, может быть, у кого-то не хватает. Но зарабатывать можно действительно хорошо и много. Отвечаю на вопросы. Я думаю, боюсь, что не будет клиентов. На самом деле, ну, это страх очень частый о том, что я боюсь, что не будет клиентов, и это очень большая работа. К некоторым курсам, в частности, допустим, к моему курсу, который я буду вести, может быть, я ошибаюсь, я дальше посмотрю еще, будет прилагаться обучение, как правильно фотографировать, как правильно вести Инстаграм. То есть это очень важно. Потому что сейчас, допустим, основная площадка для продвижения самого себя, для продажи каких-то своих услуг или там, изделий, это Инстаграм, конечно. Потому что вряд ли вы освоите маркетинг, прям вдруг освоить бы профессию вот эту прикладную. Все площадки рекламные, такие как Яндекс, там, Google, они, конечно, требуют очень узкой специализации, то есть это вообще новая профессия, поэтому, но в Инстаграме обычный мастер, даже более того, небольшая компания вполне себя может продавать отлично, поэтому волка бояться в лес не ходить, бояться не надо, надо пробовать. Так, класс, я готова, хочу к вам на обучение по образованию художник, но вам, я думаю, сейчас напишут прямо здесь в чате, а если вдруг упустите что-то, то вы, пожалуйста, просто по ссылке внизу видео пройдите и оставьте свою заявку на нашем сайте, хорошо? Так. У меня тут скакнуло очень много вопросов. Так, страх делать на человеке, страх испортить лицо. Кстати, это важный момент. Я вам скажу сразу, что вы оплачиваете курс. И если вы оплачиваете курс, где вы будете с преподавателем заниматься, либо со мной, вы должны понимать, что каждый из уроков вам дается возможность 3 раза пересдать. Если вы вдруг это не сделаете, то мы вас просто отстраняем без возвращения денежных средств. Это должно вас смотивировать, если вы заплатите, действительно классно постараться, действительно посмотреть и понять, действительно сделать то, что вам говорят. Потому что вот я это замечала, приезжают мастера на обучение, они купили курс базовый, либо VIP, они спустя рукава тренировались там месяц до обучения. Им кажется, что когда они приедут, мастер такой им вот так вот возьмет информацию и в голову положит.
Нет, на самом деле это первая ступень. Вы будете очень много работать до того, как почувствуете себя действительно мастером. Поэтому страхи все, конечно, обоснованы, это нормально. Бояться испортить лицо – это классный страх, потому что если вы будете сами понимать, осознавать, что это не ваше, что вы делаете криво, некрасиво, что рука тяжелая, все что угодно, то лучше просто бросить тогда и уйти, потому что попробовать, я всегда говорю, попробовать может любой. Остаться в этой профессии, достигнуть каких-то высот может, конечно, не любой. Очень трудолюбивый, либо очень талантливый. То есть, там уже в зависимости от вас. Потому что я знала людей, которые в жизни просто не держали карандаш. То есть, тут у меня работает доктор, акушер-гинеколог. Она никогда не рисовала, но колоссальным трудолюбием, и я думаю, что талантом она у нас сейчас просто топ-мастер, и она в верхушке зеленой зоны, то есть она работает безошибочно. И я абсолютно уверена, что попробовать может абсолютно каждый. Так что бояться не нужно, нужно пробовать. Хотите попасть? Попадайте. Переходите по ссылке в описании к видео и регистрируйтесь. Напоминаю, что количество мест на курс, который начнется с 1 декабря, ограничено. Поэтому оставляйте. Можете прямо здесь оставлять, вам администраторы ответят. Пока, к сожалению, в Украине мы не собираемся открывать школу, вот честно, вот мы сейчас пока в России разбираемся. Если прям глобально брать, то наши планы направлены на Соединенные Штаты Америки. Я вот вам проще скажу. Последний курс у нас был из Австралии. То есть люди летели, я даже не скажу, сколько часов, с каким количеством пересадок, потому что я знаю, что в Новую Зеландию, допустим, лететь нужно почти сутки, то ли 23, то ли 25 часов. То есть, а Австралия, она чуть дальше, поэтому расстояние, я уверена, это не помеха. Из Украины, боже мой, да мы рядом живем, это ерунда, это как из соседнего города практически. Потому что в свое время я моталась по мастер-классам вот так когда-то, в любую точку, куда мне взбрело в голову, лишь бы было желание. Поэтому, но если вдруг нет возможности, этот курс как раз для вас, вы можете попробовать. Дистанционный курс – это очень удобно для тех, кто пишет, вы создаете империю татуажа. Нет, это просто школа, онлайн-школа. Мы уходим в онлайн. Мы и так в онлайне очень давно, а теперь мы уходим туда прям плотно. Так, ценовая политика. Сейчас я дойду, кстати, до этого. Смотрите, вот тут мы составили небольшую табличку. Если вдруг у вас будут какие-то дополнения, вы, пожалуйста, тоже напишите их. Может быть, мы внесем. Сравнение курсов. Отработка на моделях будет и там, и там. Единственное, что на модели вы будете отрабатывать у себя дома, это если дистанционное обучение, то есть без преподавателя, но под его контролем, то есть вы высылаете работы, если вдруг какие-то возникли сложности, он вам помогает. А на очном обучении, конечно, вы под контролем мастера, то есть ставим галочку и там, и там. Стоимость, допустим, гостиницы, потому что в разных городах, в зависимости от, в Москве, допустим, конечно, дороже, если в Краснодар прилететь дешевле, в Ростов, Краснодар, Воронеж, в Казань, в школу, где мы учим, не знаю, примерно от 6 тысяч. То есть вы экономите на гостинице и перелете. Нормальные деньги на самом деле. Сертификат будет выдаваться, конечно, и там, просто будет на нем написано заочно. Но, как я уже много раз говорила в своих видео, сертификат – это просто социальное доказательство, которое вы повесите на стеночку, и оно не имеет значения, потому что сертификат об образовании мастер татуажа не может вам никто дать. Вот вообще никто, потому что на самом деле это такая небольшая, такая маленькая часть профессии врача-косметолога. Просто вот у нас в России такой закон. И, кстати, я сразу отвечу параллельно на вопрос был, что как же быть, врач, не врач и так далее. По закону в России, здесь наверняка есть люди из разных других стран или те, кто будут смотреть меня позже. По закону в России вы должны быть медиком, либо медсестрой полноценной, не такой, как, знаете, это тоже, кстати, обман, если вдруг вам попадалось, что вам дадут сертификат дистанционно, вы обучитесь медсестре, это все брехня, это вы выйдете оттуда санитаркой, то есть вы будете иметь возможность убирать за больными. Условно, что-то делать, приносить, уносить. Поэтому очное обучение, вы должны быть медиком, вы должны иметь профессию
полученную очно за 4 года, по-моему, в колледже и там за 6 и больше лет, если вы врач. Такой маразм существует, но как бы от него никуда не деться. Я видела в своей жизни вот всего одного врача. Ну, конечно, иногда пишут мне там в чат, но лично я их не знаю. Всего одного доктора, который освоил профессию настолько классно, насколько это возможно. А вообще, да, вообще все школы абсолютно, которые говорят, что дадут вам диплом государственного образца, что они имеют право учить, они все врут, они просто получили, возможно, максимум лицензию на образовательскую деятельность, и это никак не связано с преподаванием именно вот этой вот профессии, потому что она часть образования косметолога. Еще раз, но в нашей стране власти, вот они там закон приняли и смотрят на него сквозь пальцы. Если вы получите эту профессию, на самом деле вот она тянет вас, манит, то есть все вот те студенты, которые приезжают, многие вернее, они прям больны, им нравится этот процесс, им нравится рисовать на лицах, улучшать эти лица. И если вы будете работать по правилам, то есть вы будете соответствовать нормам СЭС, вы получите медицинскую лицензию на помещение, в котором вы работаете. Вот у нас они есть, вот эти все разрешения, мы полностью соответствуем всем этим нормативам, то любая проверка к вам придет, и просто она вот проверит стерильность, она проверит соответствие там освещения, воздуха, окон, вот этого всего, и все, они оставят вас в покое. Если ваш клиент будет доволен, то вы будете тоже довольны и работать, я думаю, много лет, если не вечно, не бесконечно. Я подозреваю, что не скоро у наших властей дойдут до этой такой вот маленькой профессии. Это ж не нефть, не газ. Поэтому не вижу проблем обучиться и заниматься любимым делом, но призываю всех относиться к этому очень серьезно, потому что все-таки и стерильность, и асептика, все это очень важно в нашей профессии, соблюдение всех этих норм. И меня вот так коробит просто, когда я вижу какие-то вот эти все нарушения. Я точно знаю, что большинство мастеров на рынке работает даже без просто медлицензии, даже без разрешения допуска в СЭС. Но я вот хотя бы в этом призываю вас соответствовать правилам, потому что в первую очередь это и для вас, и для ваших клиентов это просто безопасность. Поэтому вот такой мой ответ. Очень часто задают на него вопрос. Я искренне считаю, что это прям неправильно, потому что в Европе там есть какие-то двухмесячные курсы эстетиста, и вы можете работать, то есть там проходят правила первой помощи, асептику ту же самую, как должно быть оборудовано помещение, вам дают разрешение, вы продолжаете работать. Все, круто. Но вот у нас это может делать только врач, который в общем и целом не видит, не понимает, как украсить и даже не интересуется, потому что если ты 6 лет учился, потом 2 года интернатуры, там еще год или полтора переобучения, какой там тебе бровки рисовать? Ты великим делом занимаешься. Так, сертификат дается. Стоимость обучения от $299. Это если вы будете работать самостоятельно, то есть вам дается доступ на платформу, на которой будет проходить обучение, и вы просто сам себя контролируя, учитесь, несете за себя полную ответственность. И от $1500, если вы хотите работать под контролем преподавателя с опытом, который укажет вам на ваши ошибки, поможет, расскажет, где-то направит, перенаправит. Поэтому в зависимости от того, насколько вы себя оцениваете, насколько вы готовы потратиться. Можно пройти первый самостоятельно, а потом более осознанно уже с преподавателем или со мной. Со мной вообще круто. Так, длительность обучения онлайн 40 дней, длительность обучения... Ой, извините, я ошиблась, простите. От $300 получается обучение, если вы хотите обучаться на платформе. Там разные цены в зависимости от того, кто преподаватель. И от 1500 это если вы очно хотите обучаться. Я заговорилась, извините. Длительность онлайн обучения 40 дней с выходными. То есть 40 рабочих дней, а длительность обучения очного 10 дней. Конечно, ему предшествует тоже дистанционное обучение, но вот такая разница.
Длительность очного обучения 0 в онлайне, но, конечно, вы, естественно, можете потом приехать, если все-таки захотите учиться, и вам будет гораздо проще, потому что у вас уже будет прям колоссальный багаж. Ну вот, кстати, одно из замечаний, которое мне пишут часто мастера, которые обучились, они жалеют о том, что они не задали вопросы какие-то, допустим, на обучение своему мастеру, но они тогда просто не пришли в голову, потому что ты как бы не знаешь, о чем спросить. Ты вроде тебе все рассказали, ты такой покивал, все понял, а на деле вопросы возникают в процессе. Поэтому прикольно и пройти это обучение дистанционно, потом приехать обучаться очно, либо если вы вдруг уже прошли, вы вот уже мастер перманентного макияжа, но у вас много вопросов открытых и что-то хромает в практике, этот курс вам тоже очень круто поможет. Поэтому я советую его всем, и опытным, и неопытным. Обучение в удобное и свободное время. Это, конечно, важно, и в дистанционном обучении вы можете это делать на работе, если работа вам позволяет, потому что многие в телефонах ковыряются половину рабочего дня, хотя вынуждены сидеть там весь день. После работы вы можете это делать, на выходных, по ночам, если кто-то мало спит. То есть вы выбираете сами время обучения. А, конечно, на очном обучении вы его не выбираете. Вы привязаны к курсу, который начинается в определенное время, вы там должны быть, и вы должны быть его весь. Такая разница. Все уроки веду я. То есть, если это дистанционный курс, то это мои уроки, я вам рассказываю и показываю, как сделать правильно. Ну, естественно, вы за мной повторяете. Если это очное обучение, то преподаватели бывают совершенно разные. Ну и, конечно, вы можете учиться не обязательно в нашей школе, есть много других школ, но ко мне вы не попадете. Повторение урока в любое время – это прям очень важно. То есть, если вы приехали на обучение, вы находитесь в таком, я называю это беличий транс, когда ты вроде понял, а рука не поняла, ты вроде понял, но не понял. То есть, вот это вот состояние, когда ты волнуешься, когда тебе там стыдно, что у тебя не получается. А дома в спокойной обстановке вы можете раз за разом проходить этот урок, пока не добьетесь точно такого же, там, как вот в задании результата, и потом уже переходить к следующему. Поэтому это очень тоже круто, конечно. Без отрыва от работы, ну понятно, иногда у нас даже студенты бывают, оплатили, готовились, все, потом бах, им отпуск не дают, и они говорят, я не могу приехать, пожалуйста, перенесите мне курс. Но вот тут вы можете пройти, если дистанционно, то вообще прям просто не отрываясь от работы, это вообще круто прям. Блин, если бы меня кто-нибудь так обучил в свое время, я вот по себе знаю, я точно обучилась бы полностью. Лучше, наверное, раз в 50, чем на том очном обучении, которое я прошла. Это было просто... Это была яма, куда я выкинула деньги и время, и более того, я потом еще долго после этого обучения, как же, учитель же сказал, нет, надо делать вот так вот, то есть это вообще была прям ошибка мое обучение. Ладно, не будем о плохом. Онлайн-поддержка во время курса есть, конечно, и там, и там. Ну, естественно, куда без нее, и на очном, и на дистанционном. И онлайн-поддержка после курса тоже есть и там, и там. И более того, онлайн-поддержка, когда мы прям вот отвечаем на ваши вопросы, она длится месяц. И потом вы остаетесь в чате, вот в том закрытом чате, где все такие же, как вы, обучившиеся, у вас примерно одинаковые вопросы, вы друг другу помогаете, это круто. Ну и, конечно, мы тоже иногда, вот когда появляется возможность, помогаем. Я жду ваших вопросов тоже, продолжаю отвечать на ваши вопросы, уже написанные. Перед тоже это смешно. Так, ценовую политику озвучила. Да, мастеров маникюра просто нереально. Маникюр и ресницы. Их делают все, кому не лень, но, конечно, там учиться надо меньше. И испортить вариант сложнее испортить, хотя можно. Буквально недавно мне попалась такая ужасная картинка в Ютубе насчет вырванных ресниц. Конечно, трешоделы есть везде. Как не бояться сделать больно человеку, а хочется стать мастером татуажа? Но это, я думаю, один из стереотипов ваших на самом деле. То есть вот если вы делали себе что-то связанное с косметологией, то вот я делаю себе что-то связанное с косметологией постоянно. Я вам вот ответственно заявляю, что абсолютно все в косметологии, ну кроме какой-нибудь массажик и чисточка какая-нибудь там атравматичная, аппаратная, все больнее, чем татуаж. Поэтому этот стереотип вы забудьте, больно бояться сделать не надо, потому что если правильно научиться работать там, в принципе, не больно, потому что
Вы в таком слое кожи, где мало еще нервных окончаний, то есть вы очень поверхностно должны работать. Чем вы глубже, тем больнее, и это для вас такой фактор, показатель, на какой вы глубине работаете на самом деле. Поэтому клиенту быть больно не должно. И бояться сделать больно ему не надо, даже если какой-то дискомфорт будет, то это ничего страшного, потому что красота требует жертв, что вы видели. Да. Мгм. Так, у меня опять скакнуло. Можно будет, приехав на обучение, купить сразу пигменты и машинку. В основном можно, конечно. В основном можно, просто мы, конечно, продаем машинки, на которых учим, но мы не несем за них гарантии, потому что это самые простые китайские машинки, они могут работать месяц или год, а могут поломаться буквально завтра. Поэтому можно, но огромный выбор в интернете, поэтому можно даже подготовиться заранее, помониторить и купить уже заранее машинки перед поездкой даже. Какие-то недорогие, может быть. Но можно и у нас купить. В Италии все по-другому. Я знаю, у меня есть много студентов из Италии, которые учатся в Италии вот в своих школах, в которых они обязаны обучиться, чтобы дальше иметь возможность официально, легально работать. Но на самом деле они едут переучиваться, потому что в Италии обучение, насколько я понимаю, так себе, прям откровенно, прям очень так себе. Так, Елена Мирошникова искала модели через интернет, вешала объявление, брала деньги минимум, чтобы оправдать материал, на один раз люди падки на халяву. Но на самом деле, да, я вам всем рекомендую, если вы только обучились или если вы там собираетесь обучаться, понимать, что какое-то время вы будете вкладывать, потому что лучше всего моделям говорить, что они модели. То есть наши модели в школе, допустим, они точно знают, что они модели, на них, возможно, совершат ошибку. Гарантии для них распространяются на них не такие, как на клиентов, потому что клиентам мы даем больше гарантий, потому что с ними работают опытные мастера, а модели должны понимать, на что они идут. Поэтому предупреждайте, говорите, делайте цены либо невысокие, или вообще нулевые, пока не соберете портфолио, потому что портфолио это очень важно. Я до сих пор вижу, иногда выходит реклама мастеров с таким портфолио, что просто вот так вот волосы драть охота, и они еще и рекламируются. Так, подскажите, где можно приобрести? Еще раз говорю, приобрести будет курс, вообще ознакомиться с условиями вот по ссылке под этим видео. Там будет ссылка, вы по ней проходите, регистрируетесь, вам перезвонят, если вдруг что-то будет непонятно. Вообще не проблема. Я прошла базовый курс в Киеве, конвейер. Такое ощущение было, что с первого дня, когда начинали работать на моделях, преподаватель был в телефоне. Отдала 3 зарплаты, обидно, основную информацию получили от меня. Круто. Отдайте мне тоже свои 3 зарплаты. Шутка. Спасибо за обратную связь. И знаете как? Иногда у мастеров появляется ощущение, что это конвейер, потому что им кажется, что вот ему вот должны прям 100% внимания уделить. Есть еще другие студенты. Я сейчас не говорю об этой школе в Киеве, я не знаю, как там именно проходило обучение, но знаете, есть самая большая проблема у мастеров, которые проходят обучение с преподавателем, это то, что они, знаете, когда постоянно им помогают, направляют, они не могут самостоятельно принимать решения. Я своим преподавателям говорю, где-то вот на 3-й день примерно, минимально вмешиваться в работу студента. То есть, если он совершает ошибку, он должен ее совершить, конечно, не колоссальную, но какую-то небольшую, которую можно потом сесть поправить, либо там исправить на коррекции. Он должен понять, то есть вот эти идеальные вылизанные работы сразу после обучения, я им не верю, потому что так не бывает. Там, не знаю, 1 из сотни студент, который такой сел и сделал то, что ты от него просил, ты такой, боже, как круто, мне придется с тобой мало говорить. Мы все равно говорим много, но это действительно редко. Поэтому, если вы совершаете ошибку, если ваш мастер вам на нее потом указывает и говорит, как ее избежать и как ее исправить, это круто. И не рассчитывайте, что преподаватель должен с вами прям все время находиться. Это не очень правильно. Конечно, не в телефоне. Чем отличается от лекций в YouTube? Это будет более подробная серия уроков. Естественно, в YouTube всего нету, гораздо более подробная, с упором на практику опять. То есть там, конечно, будет и теория, но я там так извращусь прям. Так будет интересно. Разница будет и большая. Так. Елена, так. После окончания онлайн-дистанционного курса выдается сертификат. Я о сертификате говорила выше, вы можете пересмотреть потом. Но он, конечно, выдается, но он будет там надпись
заочное обучение. Так, тут можно сразу на пару вопросов ответить, которые мы подготовили, а вы задайте свои вопросы, пожалуйста, в чате. Мы вот этот вот факт еще удлиним, увеличим. Как сильно отличается качество очного и онлайн обучения? Ну, можете тут читать, это видно. Будет... Мы очень часто, я повторюсь, видим, слышим отзывы клиентов, которые обучались даже просто с Ютуба, а на этих курсах вообще будет прям архиподробно. Поэтому самое главное ваше желание учиться, впитывать информацию, готовиться не только даже по нашим урокам, а по всей информации в Ютубе, через себя пропускать, оставлять только самые вот сливки, и будет тогда вам счастье. Как мне найти моделей? Да, мы вам поможем. Не полностью за вас мы, конечно, всего не сделаем, но мы вам поможем найти модели. Как узнать? Как узнать точные даты обучения? Курсы начинаются каждые 10 дней. Будут начинаться, вернее, каждые 10 дней. Ну, естественно, у нас будет календарь, вы сможете контролировать. Курсы будут 3 видов, когда вы учитесь самостоятельно, когда вы учитесь с куратором и когда вы учитесь со мной. И на каждом из курсов будет небольшой бонус по либо продвижению, либо по качественному контенту, что-то обязательно интересное мы вам добавим. Программа курса рассчитана на 40 дней, на 40 рабочих дней в данный момент. На мой взгляд, это оптимально. То есть, если прям несколько часов в день выделять и делать то, что вам говорите, то вы сможете. Я абсолютно точно в этом уверена. Если вдруг вы не сможете, то еще на этапе дистанционной подготовки у вас должны возникнуть к себе вопросы, и, может быть, надо пройти дважды курс, чтобы понять. Варианты всевозможные. То есть есть люди, которые приезжают на очное обучение раз, а потом еще спустя полгода на такое же точно очное обычное обучение, потому что ты уже приезжаешь с каким-то небольшим багажом информации, которую ты переработал, и у тебя другие вопросы, и ты все воспринимаешь совершенно по-другому. Не вижу вообще никаких проблем пройти курс несколько раз, как дистанционный, так и очный. Это даже круто. Так, отвечаю на вопросы еще. Получается, снят базовый курс обучения, прошла обучение в Краснодаре. Хочется уже немножко идти вперед, конкретно отрисовка волосков. Вот этот курс «Дистанционный мастер», он рассчитан на людей, которые хотят вот прям с нуля, когда вы первый раз взяли карандаш и первый раз попробовали на клиенте работать, вот прям самостоятельно, со страхами, без страхов, у кого как получится. Но, естественно, я сниму еще курсы, я сниму курсы и по сложным техникам для мастеров, которые учились не у нас, которые не имеют возможности вообще к нам приехать, чтобы повысить свою квалификацию, и они будут тоже вот настолько максимально подробные, что они вам сильно помогут. Поэтому нет, у нас будут абсолютно на все зоны и на все техники сняты курсы, и это будут такие же дистанционные курсы разной сложности просто. Так, про сертификат я сказала. Блин, скачет. У меня столько вопросов. Ладно, я пока дальше расскажу. Итак, что тут у нас? Ну, вкратце я быстро сейчас пробегусь по самому курсу, то есть это введение, термины. Для чего нужны термины? Я постоянно сталкиваюсь с ситуациями, когда я говорю, а меня не понимают. То есть мы оперируем вроде бы одними и теми же словами, но по-разному их воспринимаем, поэтому какой-то вводный о терминах. Инструменты для работы на бумаге, латексе и коже, они разные, ко всем разный подход, то есть там список инструментов, как ими пользоваться. Асептика и фото. Почему фото в первом блоке? Потому что каждую работу свою вы должны сфотографировать хорошо. Слушайте, я вот сейчас, не потерять бы, я сейчас найду и покажу вам. У меня сейчас идет дистанционный курс, чтобы вы понимали важность фото. Вот смотрите, тренируется студент. Я вижу, у меня глаз наметанный, я вижу даже так ошибки, но зачем фотографировать настолько вот в искаженном виде? То есть поэтому в первом блоке фото, потому что учитель должен иметь возможность прям четко оценить качество работы мастера, который учится на курсе. Вот поэтому фото. По колористике основные проблемы и боли – это цветотипы, как их понять, как с ними вообще работать.
И вообще, в принципе, смешивание цветов, потому что я так понимаю, что это просто это просто что-то неведомое для многих людей. Они не знают, из чего состоит самый простой коричневый цвет. Они не понимают, как работать корректорами и примерно из чего состоят вообще, в принципе, цвета, которыми они работают. Не видят отличия между холодными и теплыми оттенками. Там, конечно, много есть о чем поговорить. Об эскизе. Правила нанесения, материалы, виды эскизов. Естественно, на этом курсе будет речь идти только о бровях, но там вы даже не представляете, сколько информации, нереальное количество. Подготовка к процедуре, это тоже очень важно. То есть как обработать, как щипать даже брови, что делать, что можно, что нельзя. То есть обо всем об этом. Типы лиц, ну сами понимаете, лица совершенно разные. Это еще надо на этапе теории пройти. Квадратные, треугольные, сердечками, кому что сделать, как нивелировать недостатки, не усилив их наоборот. И приступаем к штриху. Да, этот курс у нас, конечно, я уже не раз говорила, может быть, еще раз скажу. Курс это только про брови, потому что эта зона очень важная, но я своих мастеров допускаю внутренних уже долгое время к процедурам на веках и губах спустя несколько месяцев работы, потому что на бровях все-таки возможно, и они создают лицо, конечно, но ошибки исправлять на веках и губах гораздо сложнее, поэтому уже опытные довольно мастера у меня приходят вот к этим зонам, что и вам советую, потому что сложно исправлять. Ну вот здесь перечисляется штрих на бумаге. Кстати, я думаю, что, возможно, я вынесу штрих блоком первым, потому что вот этот навык, вот именно как штриховать, он крайне важен. Но я вот об этом вот прямо сейчас думаю. И дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Как было бы вам интереснее? То есть получить сначала практику прикладную и понять, получается или нет, а дальше уже теорию, либо наоборот. То есть самый простой, вот, то есть, знаете как, я художник профессиональный, и из всего того, что я проходила, чтобы научиться там в реализме, допустим, карандашом воспроизвести портрет, для бровей подходит вот такое количество заданий, которые вам будут даны. Штрих на латексе. В нем будет чуть-чуть больше, конечно, уроков, но они похожи и есть некоторое дополнение, усложнение штриха на бумаге, потому что латексом это не карандаш, сложнее правильные движения сделать. И, конечно, я увеличила количество заданий. И вот когда мы подойдем к практике на модели, вот здесь вот самое мясо начинается, самое сложное и интересное. И подойти вот к этой практике на модели я очень сильно рекомендую вам. После того, как вы пройдете вот прям идеально все предыдущие уроки, все поймете, все осознаете и будете уже безошибочно делать все задания, потому что на моделях надо бояться испортить, потому что это лица, потому что это судьбы, это ваша репутация, надо очень серьезно подходить. То есть вот я вам сейчас зачитаю быстро и вкратце пробегусь. Регламент и эталонная процедура. То есть вам будет показана эталонная процедура, как она делается, может быть где-то даже убыстренная. И потом будет разбор, вот регламент, почему, зачем, важность регламента, потому что я вот ввела эти правила, наблюдая за своими студентами, за своими работниками, видя, как они, пропуская одно действие, а потом совершают ошибку, потому что если бы они совершили вот то предыдущее действие, они бы просто не совершили вот эту данную текущую ошибку. Поэтому регламенты, они довольно важны. Потом, возможно, в своей работе вы сами усложните там что-то сделать или упростите, может быть. Но регламенты штука важная. Фиксация эскиза, средства для корректировки в процессе тоже, конечно, важно, потому что можно работать и не фиксируя эскиз, а можно для себя его зафиксировать так, чтобы не терять в процессе. То есть кому как. Настройки аппаратов. Одна из самых распространенных ошибок – немножко большой вылет иглы, и мастер уже уходит глубже, слишком глубоко и портит работу. То есть идеальная настройка аппарата, будь то модульный аппарат, будь то аппарат, в котором игла дюза, это очень важно. И понимать, что именно пошло не так, чтобы что-то исправить. Анестезия. Виды ее и почему мы работаем, либо не работаем на каких-то зонах с анестезией. До сих пор почти все работают везде вот эти килограммы анестезии. Я убрала это в своей сети в обучении.
Именно потому, что, допустим, без первичной анестезии клиент вам просто не даст уйти глубоко. То есть все, что вы делаете, должно быть терпимо. Если вы работаете травматично, но с анестезией, это не очень хорошо. Поэтому вот именно новичкам, не уже опытным мастерам, а именно новичкам я рекомендую работать без анестезии на бровях, без первичной, конечно, я говорю о первичной анестезии, потому что это минимизирует вам ошибку. То есть вы не заглубитесь и не испортите клиенту лицо. Так, постановка рук на каждом сантиметре брови, да, слева и справа, если вы сидите с одной стороны или с другой стороны, это очень важно. Толщина кожи, как понять глубину, тоже там есть серия уроков на эту тему. И более того, даже в штрихе на бумаге и на латексе мы тоже будем делать упражнения, которые помогут вам в дальнейшем работать с разными толщинами кожи. Если вы мастер, вы, конечно, знаете. Если вы не мастер, то вы должны знать, что вот здесь кожа и вот здесь кожа совершенно разная по толщине. Я уже не говорю о других зонах. Зачем нужна эталонная бровь? То есть мы уже давно работаем практически полностью на одной, а потом уже переходим на вторую, потому что у вас всегда есть эталонная бровь, вы можете сравнить их, чтобы не потерять эскиз. Что я наблюдала, это потеря, вот вообще просто совершенно разные формы слева и справа, и все, печаль. Так, виды направления штрихов на разных участках брови, да, это тоже очень важно, потому что разные совершенно штрихи создают там излом, хвостик, головку. Важно уметь работать разными. Первый проход анестезии, так, как понять, когда остановиться? Вот тоже такой важный насущный вопрос. Как понять? Об этом мы поговорим подробно. Завершение процедуры и проверка себя по критериям самостоятельно. То есть у нас, как я уже говорила, если вы смотрели мои предыдущие вебинары, кстати говоря, может быть, здесь где-то появится ссылка, вот, наверное, может здесь где-нибудь на вебинар, допустим, первый по критериям. Я там говорила, что у нас есть критерии по форме, по симметрии и по качеству прокраса. Их вот именно по бровям довольно много. И вы, по идее, отпуская клиента, должны сами себя проверить на соблюдение этих критериев. Потому что чем больше я буду вываливать вот видео на YouTube, допустим, тем более образованными, скажем так, подкованными будут становиться клиенты. А я сейчас намерена делать это постоянно, потому что вот это нереальное количество мастеров, которые сидят в каждой подворотне и вообще делают страшные вещи, оно пугает, и клиенты должны понимать, что, вот, допустим, это неправильно или это неправильно. И мастеру своему какие-то претензии предъявлять. Работы наших студентов. Ну, работ у нас, конечно, неимоверное количество. Тут работы очного. У нас еще пока нету прям вот официальных студентов, которые прошли дистанционный курс. Мы обязательно постараемся записать кейсы с ними. Если получится, это будет очень круто для тех, кто в дальнейшем будет пробовать обучаться. Но работы у нас огромное количество. Отзывы. Отзывов тоже у нас много. На нашем сайте вы можете посмотреть отзывы. В отзывиках вы можете поискать отзывы. В соцсетях наших вы можете у наших студентов спросить отзывы. Вот смотрите, кстати, видео. Вот это Виктор, он из Великобритании. Он приехал вот просто с нуля обучаться и очень классно впитывал информацию. Прям офигенно. Вот ты говоришь, как надо, он берет и тут же делает, как надо. Я таких студентов просто обожаю. Я его вам включу, послушайте. Я его уже забыла, оно было какое-то, по-моему, смешное. Прямо сейчас я нахожусь в студии, где проходит базовое обучение. На базовом обучении у нас присутствуют мастера из разных стран. Очень часто это далекая за границей. Сейчас это Германия, Великобритания. Из Австралии, из наших далеких краев, типа Находки, Владивостока. То есть география наших учеников очень обширная. Добрый день, меня зовут Виктор Сазанович. Я проживаю в Великобритании, сам я из Латвии. Как я узнал о студии Елены Нечаевой, в общем... Как ты узнала нас? Узнал о студии от сестры. Изначально я начал делать маленькие фотографии для портфолио, можно так сказать, короткометражные видео для рекламы. Следующий путь, в общем, как-то завлекло, заинтересовало, и сестра предложила опробовать перманентный макияж, новую профессию, которая реально популярна и модна в современном мире. Сестра, реальный действующий мастер, открыла свою студию или салон. У нас это называется салон в
в Великобритании. Сестре необходимо было сделать несколько новых фотографий, создать портфолио, создать маленький видео ролик. Я выключила видео, потому что оно какое-то длинное, оно прикольное, но у нас очень много видеоотзывов, если честно, в Ютубе, поэтому можете посмотреть, там что-то грузится сложно. Так, тут писали про обучение, в Нижнем Новгороде школы у нас нету, к сожалению. Вы можете прилететь в Москву, там у нас есть школа. Так, спиральками, спиральки это кошмарный кошмар, я не знаю, кто вообще ими работает и кто им учит, это просто, да, прошлый век, я с вами согласна. Спиральки это зло. Так, Лена, сколько вам лет, очень хорошо выглядите. Что процедуры серьезно делаете? Спасибо, мне 38 лет, я вот тут смотрю, думаю, у меня еще видно, нет, у меня вот тут вмятина. Я сегодня каталась на велосипеде, я полна эндорфинов весь день, но у меня от шлема вмятина, я такая стеснялась, будет ее видно или нет. Ничего серьезного не делаю, обычные всякие процедуры у косметологов, типа биоревитализации и все. Так, спасибо за комплимент, мне приятно очень. Так, хочу попасть. Ну, насчет обучения, девочки и мальчики, кто хочет попасть, спасибо, что оставляете телефоны. Тут в чате у нас есть специалисты, которые ответят, я не буду зачитывать такие сообщения. Еще раз повторюсь, что по ссылке, которая под видео, вы можете пройти и оставить заявку, если вдруг здесь вам не успеют ответить, может быть, или не заметят ваш вопрос. Обучалась в биотач персонально, деньги на ветер. Ну, я вам сочувствую. Я вам сочувствую, что вы обучались и деньги на ветер. Так, ясно. Сколько в евро? И я сейчас не скажу, сколько в евро. По ценам тут вас сориентируют наши администраторы. Я считаю, что лучше практика, так как многие сразу поймут, нужна ли им эта профессия и хватит ли терпения. Есть вариант такой, конечно, тоже, но я считаю, что если вы имеете возможность приехать на практику, круто. Если вы сомневаетесь или у вас нет возможности в данный момент приехать, а уже хочется попробовать, то вы можете попробовать дома, потому что очень большой блок дается такой вот работы, которая прям жалко времени тратить на очном обучении. Вот прям настолько жалко, хочется сразу прям на коже, сразу все там вот такое вот серьезное все. Но работы очень много на самом деле, которая прикольно и классно заниматься именно дома, не отрываясь от своих домашних дел. Поэтому и так хорошо в зависимости от того, как у вас дела обстоят. То есть представляете, сколько людей на свете. Так, как это происходит? Вы оставляете заявку на курс внизу на сайте, который, как еще раз я говорю, выполняете ежедневно задание. После каждого задания вы сдаете экзамен. Если вы его не сдали, то вы имеете еще возможности 2, то есть всего 3 возможности пересдать экзамен. Это такой кнут, который должен вас заставить либо делать правильно, прям подойти осознанно. Знаете, недавно купила дочке своей курс по фотографии, и там бессрочно вообще все равно, когда можно проходить эти занятия. Ее не ограничили во времени, ей не сказали, что ее отчислят, и она его не проходит. Она каждый день находит миллион отмазок для того, чтобы не учиться. Поэтому, чтобы такого не было, если уж решитесь, то выберите время, подготовьтесь и проходите его прям классно, потому что там навык идет на усложнение, и если вы не будете практиковаться прям каждый день, то у вас ничего не получится. А профессия эта, при кажущейся ее легкости, она сложная, она очень сложная, объемная, глубокая, и она об изменении внешности человека. Я считаю, что к этому надо очень серьезно относиться. У меня были даже такие скандальные клиенты, вот мои прям такие, они меня, по-моему, задушить готовы были, и парочка была такие, которые так и не доехали, потому что даже дистанционное обучение было настолько для них сложным и тратило там, не знаю, больше времени, чем они планировали. Я думаю, как это возможно, почему так относятся люди, потому, мне непонятно, если честно. Надо учиться хорошо, везде, во всех профессиях. Так. И получение сертификата о прохождении. Так, ладно, наверное, идем дальше. Цены. Выберите удобный формат участия в программе, то есть какой вы хотите, с куратором, вообще без куратора, либо с куратором в виде вот меня. Я суровый куратор, кстати, готовьтесь. Эконом-вариант – это, конечно, без куратора, когда вы просто полностью самостоятельно, вы просто получаете доступ к платформе,
и проходите уроки самостоятельно. Вас никто не ограничивает, вы можете 150 раз пройти один урок, пока не перейдете к следующему, а можете сразу там, не знаю, скакнуть, проскочить галопом по Европам и ничего не понять. Это вот только к вашей осознанности, это вот к вашему отношению к жизни, к новой профессии. Самостоятельное обучение будет без поддержки, как я говорю, график у вас будет абсолютно свободный, можете хоть год его проходить. И сертификат не выдается, потому что вас никто не оценит, и может быть для поднятия каких-то скиллов вам будет достаточно вполне вот такого самостоятельного обучения. Видите, кнопочка «Принять участие». Ее нажимаете, и все, и вы перейдете по ссылке. С мастером стоить будет от $600, то есть это мастер нашей сети, работающий, практикующий, опытный, который поможет вам у каждой ошибки. Там будет, конечно, уже лимитированное общение с мастером, потому что его нельзя будет завалить миллионом сообщений. То есть там правила будут, регламенты какие-то определенные. Длительность 60 дней, то есть это 40 дней рабочих с выходными, потому что вы можете устать, вы устанете обязательно. Чат группы и сертификат дистанционного курса, да, что вы прошли заочное обучение. И мастер VIP это со мной. Это обучение будет стоить $3000. В евро не знаю, в рубли сейчас тоже навскидку не скажу. Лично я также 60 дней, закрытый чат VIP группы и сертификат, и бонусное занятие по волосковой технике. Я думаю, кстати, что там можно будет, возможно, и выбрать кому-то по теням, кому-то по волоскам, кому-то по губам. Но какой-нибудь бонус обязательно будет прикольный, классный и интересный. Я прошла до конца. То есть вот тут уже все просто о нас. Круто. Сейчас я еще поотвечаю на вопросы. Если они у вас есть, пишите. Если вдруг на все не отвечу, то я постараюсь в эфирах на них ответить, но это не точно. Может быть, в следующем вебинаре. Начинаю читать вопросы. Как вы планируете на модели дистанционно? Я об этом уже говорила подробно. В зависимости от способности, трудолюбия, я уверена, что это можно сделать дистанционно, потому что такие прецеденты уже были. Онлайн-обучение, повышение. Так. Очень большое количество, так это не надо. В августе обучалась в Москве 2 дня по 10 часов. 2 дня по 10 часов. 2 дня это прям очень мало. Я поняла, огромные деньги, я знаю, немало. А что к нам-то не пришли? У нас нет такого обучения 2 дня. Самый короткий курс у нас длится 3 дня. Это когда моно, то есть только одна зона, совершенно одна. Если у меня не бывает симметричности слева и справа, всегда по-разному. Это мне, значит, не дано. Я думаю, что вы не владеете какими-то такими вот деталями, мелочами, которые помогут вам найти симметрию. Потому что симметрии на обучении мы уделяем прям очень много внимания. И я, конечно, говорю всем клиентам и всем мастерам о том, что нету абсолютной симметрии в лице, нету, это не просто шар, у нас все несимметрично, глаза на разном уровне, брови на разном уровне, и более того, иногда абсолютная симметрия в зоне бровей, вот когда они друг относительно друга абсолютно симметричны, вылезает в такую дикую какую-то несуразность лица, потому что лицо вот так вот, 2 половинки сдвинуты относительно друг друга, и это такая золотая середина, когда вы максимально симметричны с учетом особенностей лица, поэтому нельзя сказать дано, не дано. Так. Как добавить адреналин или лидокаин в соотношении? У нас анестезия вторичная, она простая. Лидокаин 10%, адреналин, это все по ампуле. Ампула лидокаина, она вот такая здоровая. Ампула адреналина, она маленькая и тоненькая, то есть его там в 2 раза меньше. И фенистил гель, в который вы выдавливаете, он прозрачный, примерно вот там 1,5 кубических сантиметра, вот если так по-простому. Вот этого вам хватит на пару дней хранить в холодильнике, лучше можно вообще не хранить, то есть использовать в течение дня, выкинуть, потому что все это стоит копейки. Так. Класс, Галина, вы к нам пришли, супер, спасибо. Спасибо всем, что вы сегодня со мной были. Мы этот вебинар не анонсировали всю неделю. Сегодня у нас он такой практически спонтанный получился. Обязательно мы еще снимем много видео на эту тему, более подробных. Я буду говорить о нем в трансляциях, потому что я думаю, что, знаете как, существует теория, 5 или 6 касаний, с чем бы то ни было, пока ты понимаешь, что, я все-таки это хочу. То есть
Вы, наверное, посмотрите, скажете, да это невозможно, и пойдете в ближайшую школу, которая у вас там, не знаю, возле дома или в вашем городе. Вы поймете, что что-то тут не то, что-то вам не додали. Вы пойдете еще раз. Может быть, поедете на кучу мастер-классов и конференций. То есть это такой стандартный путь каждого мастера. Это обучился, не понял, съездил к нескольким мастерам, они показали, как они работают, но у них нет цели вас научить. Вы тоже ничего не поняли. Потом вы еще съездили на несколько конференций, чтобы как бы оптом получить от 20 там, специалистов, которые на сцене выступают, знания. Еще больше ничего не поняли. И вот потом, наконец-то, вы поймете, что надо было идти к нам на дистанционный курс, либо на очное обучение. Спасибо всем, спасибо за приятности, которые вы мне пишете. Мне кажется, я прям подробно объяснила сегодня, вообще я была молодец. Еще раз говорю, последний раз, потому что я сейчас отключусь, что под этим видео будет ссылка на наш сайт, где вы можете прям все это прочесть, изучить, подумать, может быть сразу оставить заявку и вам ответят администраторы, перезвонят, либо напишут, либо прям вообще сразу оплатить. Все, всем спасибо, что вы сегодня со мной тут целый, час были? Час целый, я опять охрипла под конец. Все, я буду рада вас видеть на наших курсах. Всем пока.